И вот здесь такая начинается улочка уже. Здесь чисто такие гостевые дома. Все в зелени. Сейчас я здесь немножко по ней проеду. Точнее, ну и сейчас получается уже финальная дорога. Сейчас выезжаю там типа на центральную улицу. Вот пока здесь еду, немножко поснимаю. Вот так, в общем, все. Тропики, короче, вообще очень все круто. Зелень, зеленые сочные дома, такие белоснежные. И вот здесь погода на Ки-Весте. Сейчас получается зима. Сегодня, по-моему, там 13 декабря, если не ошибаюсь. Вот, то есть, ну, разгар зимы, и здесь, в принципе, очень тепло. Как бы, я точно не знаю, забыл посмотреть, короче, на термометр. Но, в принципе, сейчас еще просто раннее утро. Вчера тоже утром рано выехал. Тоже было, так скажем, свежо. Где-то и часов в 11 я так заметил, что прям уже так жарковато, как бы, то есть, ну, здесь ни грамма не холодно. Вот. Но потом зимой, то есть уже днем нормально было. А так, если сюда летом приехать, то здесь летом, ну, вообще не сезон. Здесь очень жарко, влажно и душно. Здесь как бы самое хорошее время сюда зимой приезжать-то. Ноябрь, декабрь. Такая вот погода, комфортная, не жаркая. Вот здесь остановился так, немножко посмотреть. Вот такие красивые дома. Вот все такое белоснежное, пальмы, шикарные. Вон там церковь дальше. Сейчас там тоже снимаю, хотя нет, там дальше будет еще лучше. Вот так, такая, в общем, красота. Это нет, тоже поснимаю здесь. Вот я доехал сейчас до церкви. Да, это здесь такое дерево прикольное растет. Прям где-то как там, не знаю, как в Азии, где-то там, в Таиланде или еще где. Вот такая очень зелень тропическая. Тут просто вот такой дом гостевой. Вот зелень всякая разная. Там дерево прикольно. Ни раз такого не видел. Парковка гостевого дома. Вот там храм Святого Павла находится. Сейчас я здесь немножечко прогуляюсь. Можно осмотреться. Вот здесь, получается, гостевой дом находится вот такой. Здесь можно приехать сюда, заселиться, пожить. Вон там написано Superior Florida Keys Lodging. То есть, ну, это все сдается в аренду, как гостиница. Там дворики такие. Очень круто. Вот туристки гуляют. И вот домик розовый. Видимо, специально для девочек сделан. А вот здесь зелень. Очень зелено. Да, круто. Вот я еще прошел. Вот уже все к шпилю приближаюсь. Вот такая, в общем, церковь. Вот народ здесь. Все почти туристы катаются. Кто как может. На мопедах, на велосипедах. Вот я уже приближаю сейчас к улице Whitehead. Это получается, ну, можно сказать, центральная улица здесь на острове. Главная туристическая улица, скорее всего. Там, получается, налево она уходит уже как раз к этому бую. Самый такой главный символ этого Ки-Веста. А там справа тоже будет такой центр туристический. Я сперва сейчас направо катну, а потом вниз поеду. Здесь вот дороги
Вот получается специальная полоса чисто для великов. Можно на велике спокойно гонять. И вот такие дома крутые. Вот здесь Баньян вообще крутой. И это как вот, ну отель, не отель, дом, короче, гостевой тоже называется Баньян. О, все в зелени. Вообще красота. И вот там уже видно такая типа высотка. Этот, короче, музей кораблекрушений. Это как раз и есть там самый такой главный центр туристический. Там слева находится порт. Туда круизные лайнеры приезжают. Здесь все разгружаются и гуляют, короче. Вот. А вот это музей находится здесь. Вот такое кирпичное здание. Это вот все музей. Вон то такое из кирпича все облезлое. Там магазины находятся. Там, может, потом пару кадров сделаю. Вот эти автобусы, они, по-моему, бесплатные, если я, насколько я помню. Я в прошлый раз катался, если когда был, в 2018 году. Они прямо вокруг острова ездят. Вот, и туристам все показывают, что такие, типа, эти паровозики. Но это я не знаю, что такое, кого не катают. Вот, собственно, этот сам музей кораблекрушений. Вот здесь стоянка этих автобусов туристических. Ну и тут вокруг, короче, магазины сувениров всякие разные, много всего. И туристов тоже навалом со всего мира здесь, короче. Вот этот корабль раньше, ну, типа как, просто как скульптура. Он в 2018 году еще у него, по-моему, мачта была целая, сейчас уже все сломался. Вот это как раз вход в музей кораблекрушений. Я там внутри еще не был. Думал побывать, но что-то как-то время так быстро летит, что думаю, что я не успею. 6 ночей очень мало, блин. Хотел на 2 недели, но не получилось. Сейчас вон туда зайду. Магазин, там эти типа ракушки продаются. Вот такие, в общем, много всяких из раковин. А если в них дуть, они еще даже, ну, короче, звук издают. 23 бакса стоит. И дофига здесь всего. Я все снимать не буду, так только мельком пробегусь. Ну вот все, ракушки, ракушки, ракушки. И там тоже много всяких разных. Это, конечно, все не местное, со всего мира привезенное, но неплохая морская тематика. Даже вот эти морские ежи даже всякие разные продаются. И звезды. Звезды, звезды. И тут тоже все в звездах. 8 баксов такая большая стоит. Такой специально отдел, типа рыбы продаются. Очень красивые. Это марлины. Вот тоже марлин. Вот эти это как раз, ну, типа символ острова. Здесь, когда Хемингуэй жил, он здесь писал, ну, написал роман «Старик и море», там как раз о том, как он марлина, ну не он, там старик марлину ловил. Вот еще ракушки. Много-много. Вот тут точно магазин, он просто там огромный. Там все снимать с ума сойдешь, короче, и не нужно. Но здесь очень много всего, короче. Можно купить просто там просто кучу, короче, сувениров на морскую тематику, там что все, что хочешь. Здесь все есть. И вот такая прикольная
скульптура из губок сделана. Глаза из ракушек, зубы тоже из ракушек. Прикольно. Вот тут курицы бегают везде. Вон, из кондера, короче, конденсат пьет. И вот и символ остров. Ну, не символ, короче, просто так. Тоже петухи продаются. Всякие разные. Чикен куб. Прям много-много. Все в петухах. И вот курицы, ну, дикие, они прям, ну, никто их не держит, они вот прям здесь живут. Прям в городе вот бегает тут с цыплятами, прям бегает по городу, короче. Вот сегодня здесь еще так нормально, то есть, ну, не людно, скажем так. А вчера там, получается, как раз круизный лайнер приплыл. И здесь столько народу было, просто вообще, просто капец был. Вот здесь такая, это как кафешка находится. Вот там, получается, как раз всякие чипсы и прочее готовят. Я здесь, когда в 2018 году был на Ки-Весте, там как раз, ну, работал такой русский дядечка, работал. Я прям, ну, вообще офигел, удивился. Вообще первый из русского на Ки-Весте увидел. Вот потом там с ним еще где-то пообщался, там полчасика, он там немного интересного про Ки-Вест рассказал. Он здесь уже так долго уже жил. Очень интересно было.